Добрый день, мои любимые леди. Меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. Сегодня мы сделаем онлайн-гадание, расклад карт Таро на вот такую тему. Мужчина, который хочет сделать шаг в вашу жизнь. Посмотрим на этого мужчину. И также, как обычно, кто на меня подписан, кто знает, мы поработаем с теми препятствиями, которые покажет расклад карт Таро, чтобы быстрее это произошло, легче это произошло. Обратимся к силам рода, к высшим силам, к ангелам-хранителям с просьбой убрать все препятствия. Итак, мужчина, который хочет сделать шаг в вашу жизнь. Для начала смотрим, какая вы, в каком состоянии. В каком состоянии моя леди? Покажите карты Таро. Интересно. Какой-то мужчина хочет сделать в вашу сторону шаг в вашей жизни. Что он представляет из себя, его материальное, допустим, положение, вообще, что карты хотят о нем рассказать. Какой это мужчина? Давайте теперь посмотрим, какая вы в его глазах. То есть, что он в вас увидит, что его зацепит. Это очень важная информация также. Какая вы в его глазах. Какая вы в его глазах. Так. Его мысли, желания, намерения в вашу сторону. Смотрим. Его мысли, желания, намерения в вашу сторону. На что стоит обратить внимание во время встречи? Давайте посмотрим, чтобы мы эту встречу не пропустили. Да? На что нужно обратить внимание во время встречи? Что такое карты нам расскажут, чтобы мы поняли, что это встреча. Ну, посмотрим, давайте, что ждут эти отношения. Есть ли шанс на что-то большее? И как обычно, совет карт. Совет ангелов, такая вот колода. Одну карту вытащим, в конце ее посмотрим. Особенно перед тем, как убирать препятствия. Так, совет ангелов. Мужчина, который хочет сделать шаг в вашу жизнь. Что вы посоветуете, леди? Так, все. Сейчас будем разбираться. Знаете, у кого-то опять что-то магическое, потому что я кашляю, кто смотрит. Так, какая вы сейчас, в каком состоянии? Сейчас я вам все расскажу. Ну, смотрите, вы женщина уже с опытом, скажем так. То есть у вас уже был или есть дом, у вас есть понимание, как жить, как что-то строить, как двигаться вперед. Вы любите путешествовать, эта карта также показывает.
Возможно, не всегда у вас получается так, как у вас хотели бы, потому что дом, какое-то хозяйство может вас держать, но вообще путешествовать вы любите. Для вас очень важен дом. Следующая карта говорит, что вы уже с опытом, да? То есть уже какие-то были отношения, и судя по следующей карте, нам говорит о том, что, ну вот вы пытались подобрать ключик, да, к своему счастью, но как-то, ну вот вы только недавно вышли из отношений. Ну, может быть, вы вышли из них давно, но только отошли от того состояния, когда вы думали вернуть этого человека, не возвращать его. Вы наконец-то очистились от этих отношений и готовы к новым, да, весьма романтично настроены, хотя вот эти карты показывают о том, что у вас достаточно, я бы даже сказала, математический склад ума, то есть ваша логика, она железна, у вас хорошо она развита, вы можете помогать людям советом, ваши советы реальны, они действительно, люди часто к вам за этим обращаются. Вы очень отзывчивый человек, и в то же время определенная романтика у вас есть, вы верите в то, что будет счастье и для вас, и оно будет, судя по картам. И также вот эта карта нам показывает о том, что больше всего в вашей жизни вас сейчас, на данный момент, беспокоит ваш дом, жилье, тех, кто находится в нем, то есть вы окунулись в свою такой материальный мир, в свои бытовые сложности. Может, вы занимаетесь там украшением своего дома. Все мысли у вас вокруг дома, семьи, как-то так, только может быть там поздно вечером, мысль о том, что так как карты показывают, вы действительно женщина симпатичная, ухаживающая за собой, ну, скажем так, вы достойны того, чтобы у вас было женское счастье. Вот такая у нас сегодня леди. Какой этот мужчина который хочет сделать к вам первый шаг? Шаг в вашу сторону. Угу. Ну, карта нам показывает, что это мужчина, у которого была семья. Это первое. Очень бурные эмоции, действия, и он ушел из семьи и чувствует себя победителем. Может быть, конечно, это была не совсем семья, может, это были там, проживания вместе, не столь важно. Ну, кстати, карта показывает, что, возможно, у него есть дети в этих отношениях, или у той женщины, с которой он находился, были дети. Или они планировали детей. То есть было все серьезно. И вот, ну, по тузам понятно, что это человек действия. То есть он выявляет яркие эмоции, яркие действия, ушел и чувствует себя победителем. Давайте посмотрим все-таки, какая причина его ухода. Да, доложим, чтобы нам было понятно, с каким мужчиной мы имеем дело. Да? Так, причина его ухода из тех отношений, в которых он был. Очень интересно. Карты показывают, что в тех отношениях женщина, вот она, да, она играла роль, что его любит, и пользовалась только материальными благами, которые
у них были, да, он их нес. И потому он, долго находясь в таком состоянии медитации, скажем так, долго, короче, об этом думал. Но решение как-то принял относительно быстро папа Жу и обнулился. Пошел вот с чем есть, закрыв глаза, со своим верным другом, может быть, он действительно есть у него там собака или кот, а может, его нету. Пошел с одной торбочкой, ничего не взяв, пошел строить свою жизнь, при этом всем вы видите, что он себя чувствует победителем. Ну вот театральная такая была барышня, она играла какие-то игры, тут кот еще может говорить о том, что у нее там были еще и другие отношения по ходу, или она манипулировала чем-то им, там, или ребенком, или чем-то. И, ну, вот в материальных благах купалась, использовала, а чувство он только чувствовал, что она хочет от него денег. Ну, вот такой мужчина, что мужчины бывают разные, это не значит, что он плохой. Это вам знак, как его определить. Так, какая вы в его глазах? На данный момент. Ну, смотрите, карта называется «День и ночь». Эта карта говорит о том, что он видит вас вот совершенно с разных сторон. Иногда ему кажется, что вы такая наивная девочка, а иногда кажется, что очень мудрая женщина. Это то, что его привлекает, на чем зацепился его взгляд, его чувства к вам, на чем зацепились. Также он видит вас как вот такую башню, которой нужно долго-долго подниматься для успеха, да, и тогда он получит ключик от вашего сердца. Он вас видит как неприступную женщину, но и непонятную день и ночь. То есть загадочно вы как-то для него. Также он видит вас достаточно романтичной особой. И он боится, чтобы вы также не обманывали его. То есть тот же артистизм какой-то был у его предыдущего партнера, он видит вас. То есть, ну вот практически какие-то ваши творческие таланты, я не знаю, какая-то ваша мимика, ну внешность однозначно. Тут показана женщина вся в белом, красиво одетая, у нее птичка на плече, значит, она много общается. Также он видит, что вам необходима помощь. Вам необходима помощь, вас нужно взять под крыло и вести туда, куда вы хотите, он хочет двигаться вместе с вами. Также эта карта говорит о том, что, возможно, у вас есть ребенок, и тоже он готов взять это под крыло, он знает об этом. Но его смущает то, что в вашем прошлом есть еще человечек, на которого вы реагируете, может быть, даже иногда еще посматриваете в его сторону. Вот так он вас видит. Хорошо, а покажите мне, все-таки я возьму другую колоду, так, чтобы мы узнали, какие качества вас его зацепили. Потому что у нас получилось описание такое общее. Так, смотрим, какие качества его зацепило в вас. Сейчас расскажу.
карты на работе. Смотрите, карты говорят о том, что он где-то вас видел, то ли на работе, то ли за работой, как вы исполняете какую-то свою работу. И настолько ему показалось это волшебно, ему очень понравились ваши руки, не знаю, маникюр. Ну, вообще, в принципе, внешность, но особенно ему привлекло именно руки. И вот он так засмотрелся, что отбросил все свои дела. Ну, может, вы вспомните, да, я не знаю, может быть, где-то была такая ситуация, что, возможно, она скоро произойдет. То есть вы узнаете эту ситуацию, что вы с какими-то бумажками, документами, работой, еще чем-то. Возможно, вы какой-то доклад вели или вообще группе людей рассказывали. И он прям вот так вот из этой всей бытовой ситуации, рабочей, он прям увидел дорогу вот такую счастливую свою жизнь. Он так вот подумал, вот это та женщина, с которой я бы хотел быть счастлив. Да? Я хотел бы уйти от своего подвешенного состояния жертвы, потому что он тяжело воспринимает расставание, хоть он и не вышел, как тут карты показывают, победителем, но победа в том, что он оттуда вышел, да, что он это понял сейчас, а не когда это стало давно. Но он-то хотел совсем другого, то есть он тоже жертва, он хотел счастливую жизнь, семейную, ровную, идеальную, и вот он ее видит в вас. Вот как-то руки особенно его зацепят. Не знаю, карты так говорят. Хорошо, смотрим дальше. Смотрим дальше. Следующее. На что... Так, его мысли, желания, намерения в вашу сторону. О, Боже, как замечательно. Ну... Интересно. Ну, его намерение произвести на вас впечатление каким-то подарком, деньгами. То есть ему кажется, что вот то, что у него есть материальное, это произведет на вас впечатление, чтобы начать ваши отношения. Он смотрит на перспективу ваших далеко идущих отношений, то есть вы для него не временная женщина, вот далеко не временная. Он видит вас именно женщиной для чего-то долгого, во всяком случае старается так видеть. И смотрите, возможно, эта карта еще показывает то, что или он приехал издалека в вашу местность, да, или он хочет вас забрать куда-то, жить в другое место. Эта карта тоже может показывать. Или на далеко идущие планы. Очень расклад общий, понимаете. Вот. И пока он решается на то, что ему нужно для того, чтобы к вам прийти, так как там карты показывают, что он с одним мешочком, ему нужно поправить, ну, это на его взгляд с одним мешочком. Ему нужно поправить свое финансовое положение, он продуктивно над этим работает, что не может не радовать. То есть он работает и над своим финансовым положением, и также, ну вот нерешительный он в этой ситуации. Вот почему-то он не может проявить решительность и подойти к вам. Вот паж мечей это так себе мало, скажем. А почему он нерешительный? Что случилось? Давайте посмотрим, чего он нерешительный, что его пугает, вас или какие-то обстоятельства. Покажите нам карты Таро, почему его решимость такая слабенькая. Ну, он очень, ну, вот карты показывают просто, ну, чувства по королю очень серьезные.
Опять же, видите, он видит, что он боится, что вы женщина для денег, или у него не хватает денег, вот как в прошлых отношениях, да. Он боится ошибиться, продуктивно над этим работает, чтобы заработать деньги. Работает, работает, но посмотрите, одни пентакли сыпятся. И вот, потому что он был голый. Вот если буквально, ну вот такой у нас мужчина. Так, давайте я немножко уберу то, к чему мы не будем возвращаться, да, то, как он вас видит. Ваше состояние оставим до работы дальше, чтобы потом убрать препятствия, потому что мне не нравится. Хотя ваше состояние вполне уже нормально. Тоже уберем, чтобы нам было видно дальше расклад. Так, смотрим. Смотрим, девочки, дальше разбираемся с нашим мужчиной, наш расклад. Чтобы мы его узнали. Так, на что стоит обратить внимание при встрече? Да? Что такое будет при встрече? Ну, тут они, блин, пентакли. Ой. Чтобы мы догадались, что это именно та встреча. Ну, во-первых, карты нам говорят, что встреча будет при каких-то больших деньгах. Ну, не знаю, это может быть и буквально где-то в банке, да, где их там реально много. Может быть во время какой-то большой покупки. Может быть при каких-то операциях с деньгами. Может быть он блеснет своими деньгами и вам поможет. Также выпадает императрица. Это говорит о том, что ну, вы вот просто почувствуете всем своим женским нутром, да, вот, что это ваш мужчина. Вот буквально. Может, вам его просто захочется. Возможно, вот бывает так, да, вот сразу захочется, хочу родить этому ребенку, потому что императрица — это плодородие. Возможно, эта карта говорит о том, что ну, вы состоятельная женщина, и с какими-то деньгами он к вам придет. То есть в этом смысле плодородие. Что-то неприятное будет в этой встрече, что-то умрет в этот момент. То есть это может быть оконцовка какого-то дела, может вы будете присутствовать при буквально смерти чьей-то, ну или похорон, там, я не знаю, или новости о смерти какой-то, известие о смерти. Возможно, это окончание какого-то вашего финансового дела. То есть, чтобы, ну, расклад, понимаете, общий, у всех девочек оно может проиграться по-разному. Давайте посмотрим, что такое, что там за смерть. Смерть чего? Покажите мне карты. Смерть чего в этом раскладе при встрече? Это будет окончание какой-то или работы, или учебы, точнее у кого-то работа, у кого-то учебы. И вы уже с этими знаниями, ну или он с этими знаниями, ну, должен будет уходить. Очень интересно. Возможно, работы, может, это конец рабочего дня, отпуск. Это тоже может. Конец работы. Если буквально карты говорят, конец работы. Он будет в каком-то печальном, скажем так, настроении. Возможно, вы его даже не заметите, он просто за вами будет наблюдать. То есть вот там вот выпадала его медитация. Тут состояние будет похожее, но удрученное. То есть нельзя сказать, что он будет прыгать и на вас бросаться. Он будет смотреть, строить какие-то перспективы на будущее, но он будет на вас смотреть.
Он вас тогда первый раз увидит. И что это будет? Какой-то тяжелый период в его жизни будет. Ну, просто вот период разрушения чего-то. То есть, ну, возможно, это вот сразу после развода или этого ухода. То есть он возьмет все силы в руки и станет императором, да? Хотя ему будет очень тяжело морально. И, возможно, это будет при переезде. Так, смотрим дальше. Что ждет эти отношения, есть ли шансы для будущего? О, девочки. Вам там видно. Карта Солнца в конце. Лучшая карта в колоде после императрицы. То есть однозначно ответ да. Отношения будут хорошие. Начинаем. Император, то есть хиромант. Это говорит о том, что это судьбоносная встреча. Судьбоносная встреча с мужчиной с чувствами. Король кубков. 4 пентаклей показывает жадность. То есть сам человек, сам по себе, он не такой, что будет говорить: умираю, дарю звезду с неба. Он скуп на слова, на чувства в этом сочетании. То есть он может весь бурлить внутри, но об этом даже не говорить. Но это связано с той ситуацией, что он вот в таком вот положении сейчас. Ну ничего, вместе вырулите. Колесо фортуны говорит, что это шанс. Солнце, сами понимаете, говорит, что о счастливом конце. Так, смотрим совет карт. Карта сила. Огромная внутренняя сила. Избавьтесь от резких суждений, прощения и сострадания. Видите, что карта говорит? Карты говорят о том, что этого мужчину нужно встретить без резких осуждений. Осуждений, видимо, ему хватало в прошлой жизни. То есть не упрекать, не прикалываться, а должно быть прощение, понимание и сострадание. Да? Вот так вы должны принять этого мужчину. Это совет карт. Карта силы – это проявление вашей силы. В данном случае проявлять силу нужно мягко. Силу нужно поддержать, а не разбить, доказать, что ты никто. Надо найти вот этого... Где у нас там был император, да? Так, хорошо, девочки, давайте приступим к самому интересному. Давайте сейчас посмотрим на наш расклад карт Таро. Какой мужчина у нас. И уберем все препятствия, которые могут помешать, ухудшить, сделать эту встречу дольше, затянуть ее в пространстве. Сделаем это максимально мягко, тем более мужчина у нас судьбоносный. И максимально быстро. Так, ну прошлую жизнь мы его не трогаем. Да? Так, что мне здесь не нравится? Давайте уберем его нерешительность. Давайте уберем пажа, нерешительность. Ну, смерть тут выпадает, окончание каких-то отношений. Давайте уберем его депрессию, состояние мумии. Пускай он лучше набросится на вас сразу и будет счастлив. Да? Его перспективы смотреть вперед и строить будущее мы тоже оставим. И видите, какой расклад? В принципе, убирать-то нечего. Колесо фортуны оставим. Давайте уберем его скупость, да? Скупость на эмоции. Это может реально мешать в данном раскладе, потому что нам нужно все относительно быстро, как можно быстрее, чего тянуть. Замечательно, мы поработаем сейчас с этими картами, девочки. Кто меня знает, сосредоточились, да.
Вспоминаем родственников, которые уже не с нами, да? Те, которые вас сильно любили, пока я ищу. Любимую бабушку, любимую тетушку. Я всегда бабушку свою вспоминаю, которая меня очень сильно любила. То есть вспоминаем силы вашего рода, всех тех людей, которые стоят за вами. Я пока ищу карту Верховный суд и карту Мир. Так, а вы вспоминаете ангелов-хранителей, которых помните, если вы с ними общаетесь, скажем так. Сейчас мы это все уберем. Да, девочки, я понимаю, расклад интересный, но вы не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, писать в комментариях, как у вас этот расклад проигрался. Ставьте, подписывайтесь, если вам это интересно. У меня много раскладов, я постоянно их выкладываю. Проблем, знаете, препятствий в жизни много. И с всеми ими нужно будет бороться. Видите, сколько препятствий, сколько действий нужно было пройти, а мы их постараемся сейчас убрать. Так, девочки, все, сосредоточились. Верховный суд, карта Мир. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее, беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги, чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Да будет так. Так, девочки, сейчас я буду проверять, получилось ли у нас убрать препятствия. Если нет, повторим. А вы не забывайте для закрепления писать в комментариях «Спасибо, да будет так». Так, получилось ли у нас убрать препятствия из этого расклада? Так. Расклада мужчина хочет сделать шаг в вашу сторону. Так. В принципе, препятствий я не вижу. Единственное, что как-то все-таки скромничает он, да. Вот паж у него действие. Вот он еще прячется, да. Вот он такую позицию себе выбрал. Сердце у него еще разбито. Той женщины. Нужно ему постичь себя, да. Нужно встать на ноги, и тогда он встанет. Так, а что можно сделать? Можно сделать первый ход самой. Можно догадаться, кто это сделать по силе. Аккуратно. Помните, нам сила выпадала в Совете Ангелов. То есть убирать это невозможно. Хорошо, девочки, вы поняли все советы карт, вы поняли, кто этот человек. Пишите в комментариях, да будет так, спасибо. Подписывайтесь, лайкайте. Во благо, да будет так, ваша Луна.